Всем привет! Вы находитесь на канале Радости Частного Дома, и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня я хочу вас удивить еще одним прекрасным и вкусным соусом на зиму – итальянский базиликовый соус суго. Для этого рецепта нам понадобились вот такие вот прекрасные, вкусные, спелые помидоры. Нам надо взять, чтобы они были мясистые, не переспевшие. Сейчас я вырежу плодоножки и нарежу их дольками. Также в этом рецепте мне понадобится сладкий болгарский перец. Посмотрите, какой красивый у меня в этом году вырос перец. Просто красавец. И, конечно же, все овощи предварительно необходимо помыть. Из перца я сейчас удалю плодоножку и семена. Перерабатывать я все буду на мясорубке. Использую я мелкую решетку. Также в этом рецепте мне понадобился острый перец. Острый перец берите по вкусу. По количеству ингредиентов. Помидоры в чистый вес составил 4 кг, болгарский перец ровно 1 кг. И теперь все я это перекручиваю. Все я перекрутил. В итоге у меня получилось здесь ровно 5 литров. И теперь отправляем эту кастрюлю на газплиту и на сильном огне доводим до кипения. Потом открываем крышку и пусть кипит. Вот у меня вся масса закипела, и теперь пускай с открытой крышкой продолжает кипеть на сильном огне. Тем самым мы выпариваем лишнюю жидкость, а тем временем я подготовлю ингредиенты. В сковороду я налил 70 мл растительного масла без запаха, разогрел его, нарезал лук произвольно и теперь сюда добавил. И начинаем пассеровать лук на сильном огне до золотистого цвета. Уйдет на это минут 10-15. Лука в этом рецепте я использую много, 500 грамм. Лук у меня пассеровался ровно 15 минут, так как его количество большое. И теперь приступим к подготовке других ингредиентов. В этом соусе из базилика нам, естественно, понадобится базилик. Здесь его очень много, 500 грамм и 250 грамм чеснока. Подготовил я уже базилик, нам ветки в этом рецепте не нужны. Нам желательно только использовать листочки. Нам нужен, чтобы соус был нежный и вкусный. И я его сейчас измельчу с помощью ножа. Сильно мелко измельчать не надо, так как я его потом еще покажу, как измельчу. Пока я подготавливал ингредиенты и стерилизовал банки, прошел у меня ровно час. За этот час у меня выпарилась лишняя жидкость из этой массы. У меня было 5 литров, теперь стало 4. Теперь я сюда добавляю лук, который мы пассеровали. Добавляем его сюда весь. И хорошенько сразу размешиваем. Теперь добавим следующие ингредиенты. Добавляем теперь сюда измельченные листья базилика. Тоже сразу перемешиваем и добавляем следующие. Измельчил я в стакане блендера чеснок. Напоминаю, что я здесь использую 250 грамм. И теперь весь этот чеснок добавляем в эту массу. И опять все перемешиваем. Теперь я сюда добавляю очень вкусную приправу, которая называется прованские травы. Добавляю я сюда 2 столовые ложки, прям сверху такие. И сразу опять же перемешиваем. И теперь нам осталось добавить соль. 1 столовую ложку я пока добавлю, потом попробую по вкусу, может быть еще добавлю. И добавляю сразу же сюда сахар. Сахара я добавляю 3 столовые ложки. И доводим все это до кипения. Не забываем периодически помешивать. Готовлю я на среднем огне. Прошло у меня 15 минут. Попробовал я на вкус, добавляю еще пол столовой ложки соли и добавляю 2 столовые ложки сахара. Всегда пробуйте и делайте все по своему вкусу, сахар и соль. И пусть кипит еще 5 минут. Прошло у меня 5 минут. И теперь ставим кастрюлю на стол и с помощью погружного блендера все хорошенько, тщательно измельчаем, превращаем всю эту массу в замечательный базиликовый соус.
Измельчал я погружным блендером ровно 3 минуты. И посмотрите, вот такой вот консистенции должен получиться у вас соус. Теперь я отправляю эту кастрюлю опять на газ-плиту и доводим до кипения и провариваем опять 5 минут. Прошло у меня 5 минут, и теперь я сюда добавляю винный уксус. Можете использовать светлый, можете использовать красный. Добавляю я винного уксуса ровно 3 столовые ложки. Уксус 6%. Все перемешиваем, 1 минуту провариваем и можно разливать по банкам. Базиликовый соус у меня готов, и теперь его разливаем по банкам. Банки я, как всегда, помыл с содой, простерилизовал их и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И теперь заполняем этим вкусным и прекрасным соусом банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. Вкусный ароматный итальянский базиликовый соус суго на зиму у меня готов. Теперь переворачиваем на крышке, укутываем на 3-4 часа. Потом раскрываем и пусть он так остывает. А потом убираем в погреб или оставляем в квартире в прохладном месте. Вот так его можно хранить. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить палец вверх. Всем пока-пока.